Добрый день. В этом видео вы увидите серию экспериментов, исследующих необычный микрофонный эффект, который невозможно логично объяснить с помощью текущей теории электричества. Для демонстрации эффекта понадобился вот такой брусочек из черного дерева, на котором закреплены кусочки медной фольги, внешний микрофон и переделанный усилитель от компьютерной колонки. Вот блок-схема усилителя. Это родная двухканальная микросхема Winchia 2025. На ее входах установлены стоковые повторители с входным сопротивлением 1 мегом, а один канал оборудован дополнительной цепочкой питания для электретного микрофона. Вся система соединена следующим образом. Это наш микрофонный усилитель. С его выхода сигнал через РЦ-цепочку подается на вход контрольного усилителя для наушников и одновременно на вход мобильного телефона, который пишет это видео. В эту же точку поступает и сигнал с моего речевого микрофона. А сейчас я подключу к усилителю внешний микрофон, и мы послушаем, как наша фольга звучит вживую. Итак, акустически вся наша фольга звучит достаточно отчетливо. При этом номер 4 звучит несколько тише, а номер 5 из толстой фольги звучит значительно громче всех. Теперь я отсоединю микрофон и подключу вместо него обычный микрофонный кабель. Вот наш кабель. Здесь заканчивается его экранирующая оплетка. Это сигнальный провод. В него воткнута стальная иголка, чтобы иметь хороший контакт с окисленной фольгой. А сейчас мы послушаем, как наша фольга звучит электрически. Каким-то удивительным образом второй, четвертый и пятый кусочки фольги у нас генерируют электрический сигнал. Первое, что в этой ситуации приходит в голову, это какая-то паразитная электрическая связь, благодаря которой может возникать пьезоэффект или что-то в этом роде. В нашем случае паразитный ток может течь от экранной оплетки, через мою руку, через поверхность стола, через деревянное основание, клей и таким образом замыкаться на фольгу. Сейчас мы разорвем эту цепь и посмотрим, как это повлияет на генерацию электрического сигнала. Вот наш провод. Вот так звучит наша фольга. Теперь я подкладываю под основание кусок толстой резины, который гарантированно не проводит электрический ток, и снова проверяю звучание фольги. Звук нисколько не изменился, следовательно, паразитную электрическую связь мы можем исключить. Другая возможная причина возникновения звука – микрофонный эффект самого кабеля, то есть непосредственное влияние механических колебаний фольги на наш экранированный провод. Сейчас мы проверим и этот вариант. Я прижму щуп к фольге, буду извлекать из фольги звук и постепенно сдвигать щуп в сторону, не меняя силы его прижима. Мы слышим полноценный звук только при непосредственном электрическом контакте с фольгой, хотя вибрации у нас остаются неизменными. Следовательно, микрофонный эффект кабеля не является причиной возникновения нашего звука. Теперь мы разберемся, почему в электрическом варианте звучат не все кусочки фольги. Сейчас мы еще раз послушаем фольгу номер 5 через микрофон, сначала как в прошлый раз, а затем я прижму основание фольги так, чтобы подавить колебания на непроклеенном участке у края бруска. Через микрофон мы слышим, что частота колебаний у нас увеличилась, однако громкость осталась неизменной. Теперь мы посмотрим, что в этом случае происходит с электрическим сигналом. Здесь, при блокировании непроклеенного участка, амплитуда сигнала у нас снизилась в несколько раз. Этот результат можно сопоставить с полным отсутствием звучания у фольги номер 3, которая была тщательно приклеена к основанию. Все это говорит о том, что в генерации загадочного электрического сигнала участвует только небольшой участок, вибрирующий в непосредственной близости от деревянного основания. Отсюда можно сделать еще один вывод, что причиной нашего эффекта не могут быть электромагнитные наводки.
Если бы механические колебания фольги наводили бы в ней самой какой-то сигнал, то этот наведенный сигнал в основном формировался бы там, где фольга колеблется с наибольшей амплитудой, то есть на свободных концах фольги. Соответственно, при блокировании колебаний небольшого участка фольги у основания, где амплитуда минимальна, наведенный электрический сигнал должен был бы остаться практически неизменным. Наконец, можно убедиться, что и клей, которым приклеена фольга, тоже никак не влияет на наш эффект. Сейчас я прижму кусочек фольги к поверхности щупом и начну двигать ее в разные стороны, периодически меняя точку прижима. Наш эффект и в этом случае проявляет себя на все 100%. Теперь мы перейдем к объективным измерениям, и первое, что мы проверим, это возможное влияние на фольгу СВЧ-излучения, например, от антенн мобильной связи. Для этого мы подключим к фотоусилителю усилителя осциллограф, а в качестве генератора используем специально сделанный для этой цели механизм, который можно поместить в заземленную жестяную коробку. И таким образом идеально экранировать фольгу от любых внешних электромагнитных излучений. Вот наш механизм. Кусочек фольги приклеен к деревянному основанию. К нему подпаян провод, идущий к усилителю и осциллографу. Это участок с оголенным экраном, с помощью которого мы заземлим жестяную коробку. Мотор с редуктором, пробковый кулачок, батарейка, выключатель. Вот наша фольга. Это входной разъем усилителя. К выводу разъема подключен осциллограф. Его чувствительность 10 мВ. Вот таким образом кулачок цепляет фольгу, и мы можем видеть на осциллографе сигнал размахом порядка 20 мВ. Теперь мы поместим механизм в жестяную коробку и заземлим ее, прижав оголенный участок кабеля к жести. На сигнал это не оказало никакого влияния. А сейчас мы исключим влияние внешнего статического поля. Для этого соединим корпус коробки с заземлением, которое возьмем прямо из розетки 220 вольт. Как можно убедиться, в этом случае звук нисколько не изменился. Мы все так же наблюдаем основной тон колебания фольги около 75 Гц и слышим среднечастотный резонанс 400 Гц. Следующий эксперимент показывает, что каким-то косвенным образом статика все-таки может быть связана с нашим эффектом. Вот наш кусочек фольги. К нему припаян сигнальный провод усилителя, и прямо на эту пайку зацеплен щуп осциллографа. Это планка из сухого черного дерева. Я начинаю тереть фольгу от дерева, и мы видим на осциллографе сигнал с амплитудой 20 мВ. А теперь я поднимаю деревянное основание над столом на пару сантиметров. Сигнал у нас тут же увеличивается до 80 мВ, держится на этом уровне пару секунд и затем начинает спадать. Эффект напоминает рост напряжения на обкладках заряженного конденсатора при увеличении расстояния между его обкладками. Однако у конденсатора напряжение постоянное, и есть две обкладки. У нас же напряжение переменное, и обкладка всего одна. Так что сходство здесь только поверхностное, и как-то приладить законы статики к такому поведению генератора мы не можем. Ну а следующий эксперимент окончательно путает все карты. Вот наш самодельный механизм с приклеенной фольгой. Мы, не включая его, начинаем тереть деревянным основанием по столу и видим синусоидальный сигнал с частотой, равной частоте трения, что-то около 2 Гц. Амплитуда сигнала 20 мВ без постоянной составляющей. Теперь мы включаем механизм, видим колебания фольги 75 Гц 20 мВ и начинаем опять тереть основание о стол. На экране осциллографа появляется смешанный сигнал, при этом каким-то волшебным образом АЧХ фольги изменяется, амплитуда тона 75 Гц увеличивается, а тон 400 Гц становится тише. После остановки трения все возвращается на изначальный уровень. А теперь мы поднимаем механизм над столом на несколько сантиметров. Генератор при этом изменяет свою ЧХ еще больше, чем во время трения. На секунду вверх у нас пропадает совсем, а бас увеличивается до 40 мВ. При этом весь эксперимент можно повторить, если снова потереть основание о стол. То есть мы опять видим некие признаки участия в этом процессе статики.
Однако пример работы механизма в заземленной жестяной коробке исключает влияние внешнего статического поля, а внутри коробки остаточный потенциал по всем правилам сразу же стекает на Землю, так что непонятно, где в принципе потенциал может накапливаться. Более того, неясно, что именно может запитывать статика. Какой-то формальный преобразователь механических колебаний в электрические у нас отсутствует. Непонятно и почему при трении диэлектрика, диэлектрика у нас возникает переменный сигнал с частотой трения. Если предположить, что мы видим следствие статики, то получается, что когда мы трем в одну сторону, планка заряжается, а когда трем в другую, разряжается. Статика так себя не ведет. Она при любом направлении трения накапливает потенциал. Наконец, совершенно непонятно, каким образом при трении или вертикальном смещении механизма может меняться его амплитудно-частотная характеристика. Весь этот пазл не складывается даже приблизительно. В завершение мы оценим, как наш генератор реагирует на различную нагрузку. У осциллографа входное сопротивление 1 мегом. Он подключен параллельно усилителю с таким же входным сопротивлением 1 мегом. Таким образом, фольга у нас нагружена на 500 кОм. Сейчас мы вытащим разъем из усилителя, и наша нагрузка станет равна входному сопротивлению осциллографа. Мы видим, что сигнал у нас увеличился примерно до 40 мВ. Чтобы понять, как генератор ведет себя при еще меньшей резистивной нагрузке, а также при емкостной нагрузке, что тоже интересно, мы дополним наш механизм истоковым повторителем с входным сопротивлением несколько сотен мегом. Вот так теперь выглядит наш автогенератор. Вот полевой транзистор. Это сток. Он запитан от отдельной 3-вольтовой батарейки. Это затвор, соединенный с фольгой. Это исток и нагрузочный резистор, соединенный с землей. К истоку подпаян кабель усилителя. Это выводы, к которым я буду припаивать различные сопротивления и емкости и оценивать при этом реакцию генератора. Сначала я включаю генератор без дополнительной нагрузки. Мы видим выходной сигнал с амплитудой 3 вольта. А вот такие получились графики зависимости напряжения от нагрузки. Зависимость от емкости в нагрузке оказалась четко обратно пропорциональной, а зависимость напряжения от сопротивления больше похожа на линейную, если принять во внимание паразитные емкости применяемых радиодеталей. Теоретически, если продолжить резистивный график до уровня 3 вольт, которые у нас получились без нагрузки, то входное сопротивление полевого транзистора получится равным примерно 400 мегомам. Из полученных данных мы можем сделать вывод, что наш автогенератор чутко реагирует на любое изменение нагрузки, как резистивной, так и емкостной. Таким образом, если бы у нас присутствовала какая-либо паразитная связь, влияющая на генерацию, амплитуда сигнала изменялась бы в зависимости от положения генератора в пространстве, типа диэлектриков, контактирующих с основанием, и по многим другим причинам. Однако этого не происходит. Какая-либо связь через сеть питания тоже исключена, и усилители и осциллограф у нас работают от аккумуляторов. Воздействие на сигнал внешних полей также было однозначно исключено. Таким образом, попытки логично объяснить природу возникновения эффекта с помощью физики у нас окончательно зашли в тупик. Возможно, я что-то упускаю из виду, со стороны виднее, поэтому я буду рад услышать ваше мнение, откуда может возникать такой странный микрофонный эффект, что это за особая зона между проводником и диэлектриком, где зарождается сигнал. Ну и каким образом синусоидальный сигнал частотой в несколько Гц может передаваться по одному проводу. Всем спасибо за внимание. Пока.